Друзья, приветствую вас на канале Хельга Вайт «Живем в Словении». Словения стала очень популярной туристической страной, и это неудивительно. Она привлекает своей невероятной красотой, морем, Альпами, целебными термальными источниками, красивыми виноградниками, прекрасным вином и вкусной едой. И многие, однажды посетив Словению, задаются вопросом, а каким образом можно переехать и жить в ней. Сегодня я расскажу вам об актуальных вариантах переезда в эту замечательную страну. Их несколько. Итак, начнем. Первый вариант переезда – это учеба. Вы можете выбрать одно из учебных заведений в Словении. Например, это может быть университет или строковная школа. Строковная школа – это что-то наподобие профессионального училища, где вы будете изучать одну из выбранных вами профессий. Студенческий статус даст вам право на подработку. Но для того, чтобы получить учебный вид на жительство, вам необходимо показать на счету около 5000 евро на год, как подтверждение того, что у вас есть средства на проживание. А помимо этого вам нужно будет арендовать жилье, а также оплатить свою учебу. Учеба в Словении для иностранцев платная, за исключением обязательного школьного образования. И в каждом учебном заведении своя стоимость, своя цена. Вы можете в университете выбрать обучение на английском языке. В строковной школе обучение только на словенском. Но вы еще, живя в своей стране, можете заранее подготовиться, начав учить словенский язык. Изучать словенский язык можно по русскоязычному самоучителю. Название учебника я напишу в описании к этому видео. Или, например, начать заниматься онлайн с преподавателем. Если у вас есть дети школьного возраста, в школу в Словении идут с 6 лет, о словенской школе я рассказывала ранее вот в этом ролике. И ребенок может также получить вид на жительство по учебе. К сожалению, с недавних пор стало невозможным получить учебный вид на жительство по языковым курсам. Скорее это связано с тем, что многие мигранты использовали эту возможность, как, не дожидаясь года, сразу воссоединиться с супругом или супругой, которые получили вид на жительство по бизнесу. И вот люди получали вид на жительство по языковым курсам, а сами не посещали эти курсы, не изучали словенского языка, не интегрировались в словенское общество. Так проходил их год, они ничем не занимались и через год воссоединялись со своим супругом или супругой. Сейчас этой возможности больше нет. Второй вариант – это переезд по бизнесу. Вы можете открыть свою компанию в Словении, придумать, чем вы здесь будете заниматься, трудоустроиться в эту компанию, выплачивать налоги, зарплату, и на этом основании вам дадут вид на жительство. Есть два варианта реализации этого переезда. Вы можете получить вид на жительство через высшее образование, через свой диплом. И второй вариант через инвестиции. Вложить в экономику страны от 50 тысяч евро и выше, и таким образом получить вид на жительство. Но имейте в виду, что вариант через инвестиции не дает вам никакого преимущества перед другими видами на жительство. И еще один важный момент.
Если вы получили вид на жительство в Словении, то вы должны жить и вести свою деятельность именно в Словении. Вы должны понимать, что ВНЖ – это не ваш проездной билет свободного доступа для посещения Европы. Третий вариант – это найти работодателя в Словении, который будет заинтересован в вас как в специалисте и захочет вас взять на работу в свою компанию. О востребованных профессиях в Словении я буду рассказывать в одном из следующих видеороликов. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить. И четвертый, заключительный вариант – это вариант найти супруга или супругу в Словении и таким образом получить свой вид на жительство. Этот вариант кажется, с одной стороны, самым простым, а с другой стороны, самым сложным. Знаю многих девушек, которые переехали таким образом в Европу, но, к сожалению, их брак был недолговечным и быстро распался. Друзья, если у вас появляются вопросы и дополнения, то не стесняйтесь, оставляйте, пожалуйста, свои комментарии под этим видео. Если мой ролик был для вас интересным и познавательным, то не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал и ставить лайк. До новых встреч!